And another reason that I love our products. И еще одна причина, почему я очень люблю наши продукты. Not just because of the antioxidants, and not just because of that. Не потому что там антиоксиданты и всякое другое. But we're getting too many bad oils. Но мы потребляем слишком много плохих жиров. And we need good ones. И нам нужны хорошие, правильные жиры. Let's say I exercise. Ну, представим себе, я занимаюсь спортом. And I'm sweating. Я потею. And let's say I take a shower. Например, иду в душ. And I just use water. И я пользуюсь просто только водой. Do I feel 100% clean? Буду ли я чувствовать себя на 100% чистым, свое тело? No. Нет. What do I need to do to clean the oil? Что мне нужно, чтобы смыть жир с кожи? I need oil. Мне нужен другой жир. Soap. Мне нужно мыло. Oil cleans oil. Масляные вещества смываются масляными веществами. So if we have bad oils in our body, если, например, в нашем теле есть неправильные жиры, antioxidants don't help, антиоксиданты не помогают, water doesn't help, вода не помогает. if I want to clean bad oil, если я хочу очиститься от плохих жиров, I need oil, мне нужны жиры, good oil. хорошие жиры. Okay? So that's the beauty of these seeds. И в этом-то вот и красота семени. Is we get these good oils. Потому что через семя мы получаем хорошие жиры. We have bad oils, bad fats. У нас есть плохие масла, плохие жиры. It's in everything. Они во всем. Okay? And so that's why this cold press process that we use to get the good oils out of Вот these seeds. почему мы используем процесс холодного отжима для того, чтобы получить эти хорошие масла и хорошие жиры. It's important. Это важно. So let me just show you a couple of patents. Давайте я покажу вам пару паттернов, пару процессов. See, right now there's 6 patents on Это у нас black cumin. патенты, которые у нас есть на черной книге. 5 in the US, 5 в Соединенных Штатах Америки. 1 in the UK. Один патент мы получили в Соединенном Королевстве. Now here's the beauty of these patents. Вот что в них хорошо. Usually when there's multiple patents, Обычно, когда патентов у тебя на что-то много, they're a variation of the same thing. это различные версии одного и того же. These are totally different. Но эти все патенты, они все разные. See, one patent Один из них, например, is all about diabetes and blood. он говорит только о влиянии на диабет. Another patent Еще один, is on something totally different. совсем другой. Another one's on viral infections. Третий, например, там еще один о вирусных инфекциях. Another one's on asthma. Потом еще один об астме. That's how diverse seeds are. Настолько многоплановыми являются семена. And the black cumin. Черный тмин. These are patents on the black cumin seed. Это все патенты, которые как раз посвящены действию черного тмина. You can go do your own research on Вы this можете stuff. сами исследовать эту тему. But here's why we need to make sure we have good fats. Но вот почему нам необходимы хорошие жиры. We have 60 trillion cells in our body. У нас 60 триллионов клеток в теле. Every cell membrane Каждая клеточная мембрана, is 55% fat. она на 50% состоит из жира. So some people will notice И кто-то может заметить, when they start taking sole and core принимая соул, принимая кор, and getting these good fats, когда ваш организм получает хорошие жиры, their body starts releasing the bad fat. тогда ваше тело начинает избавляться от плохих жиров. People start to lose some weight Тогда люди начинают худеть, терять вес. because they're getting the good healthy fats. Потому что организм получает хорошие жиры. Your skin, Ваша кожа 55% fat. 55% жира. See, sometimes when we say fat, we think a bad word. Oh, fat. I don't know, Иногда, когда bad мы word. слышим слово жиры, нам кажется, что это что-то плохое. We need it. Нам это нужно. Just the right ones. Просто нужны правильные. Your brain, Ваш мозг 60% fat. 60% жировая ткань. There was a study that was done Было проведено одно исследование, that said one of the problems with Alzheimer's, и в котором говорилось, что основная проблема болезни Альцгеймера it's the shrinking of the brain. – это уменьшение объемов мозга. It's losing its good fat. Это когда мозг утрачивает эти полезные жиры в своем составе.
you got to get your brain's 60% fat. 60% состава мозга это жиры. So if you try to go on a low-fat diet or no-fat diet, поэтому если ты будешь садиться на какую-то безжировую диету или с низким содержанием жира, you're going to have a hard time focusing. Тогда тебе тяжело будет сфокусировать свои мысли. Hard time thinking straight. Тогда тебе тяжело будет нормально, быстро думать. Because you need healthy fats. Потому что тебе нужны здоровые жиры. So it's almost like a door hinge. Это как, знаете, как петли на дверях. If the door is squeaky, если дверь скрипит, and you want it to be smooth, и ты хочешь, чтобы дверь не скрипела, чтобы она легко открывалась, what do you add? Что нужно? Oil. Масло. Right? Масло нужно. If this is squeaky, если у тебя в голове скрипит, you want it to be smooth, и хочешь, чтобы все там у тебя быстро двигалось, you need to add healthy fat. Тебе нужно добавить здоровые жиры. Okay? And that's one of the things we get from seeds. И это одна из тех вещей, которые мы получаем из семян. The problem is, even if we get animal fats, даже если мы возьмем, например, животные жиры, there's a lot of hormones, там много гормонов, antibiotics, много антибиотиков. And people say, I don't take antibiotics. Люди говорят, я ж не принимаю антибиотики. I say, do you eat meat? Я говорю, мясо ешь? If you eat meat, you get antibiotics. Если ты мясо ешь, то ты антибиотики уже принял. Because what happens if one of these animals gets sick? Потому что что происходит, если заболевает на ферме на такое животное? They all get sick. Они все начинают болеть. So they can't have that happen. И поэтому хозяева фермы не могут это допустить. So they feed them antibiotics. Поэтому что они делают? Кормят животных антибиотиками. So they don't get sick. Чтобы животные не болели. Alright, so that means if we eat meat, we're getting И antibiotics. это означает, что если мы такое мясо едим, мы антибиотики принимаем вместе с этим мясом. All these trans fats. Все трансжиры. Okay, it's a fat that's been changed. Это жиры, которые, химический состав которых был изменен. And your body doesn't recognize it. Ваше тело эти изменения не распознает. Because it's not normal. Потому что оно как бы не принимает это измененное вещество, потому что для организма это ненормально. So it stores it. И поэтому вместо того, чтобы эти измененные жиры перерабатывать, ваш организм их куда-то просто складывает. So when we take these unnatural fats, и когда мы потребляем эти ненатуральные жиры, we can gain more weight. Мы набираем вес. If you have Nutella, если у вас есть нутелла, there's fats in it. Там есть жиры. How long can it sit in your cupboard? Сколько нутелла может храниться у вас в шкафу? And not go bad? И не портиться? A long time. Why? Очень долго. Почему? Trans fats. Потому что там трансжиры. It's altered. Они изменены. So I want to show you something in the U.S. Я вам покажу что-то об Америке. This comes from the Center of Disease Control. Значит, это Центр контроля заболеваний. Такая организация есть. Now this was back in 1990. Вот эти данные 1990 года. And you can see that the darker blue states. И вы видите, что вот этот темно-голубой цвет are states where 10 to 14% of the population это штаты, в которых от 10 до 14% населения is overweight. Имеют избыточный вес. So I'm going to show you what happens in 20 years. И я вам покажу, как эта картинка изменилась через 20 лет. So it's 1990. Вот это 1990 год. 91. Вот это 91 год. They had to invent a new color. Нужно было добавить на эту схему новый цвет. Okay? 15 to 19% of the population is overweight. Уже в этих штатах уже от 15 до 19% имеют лишний вес. 92, 92 год, третий. 94. Well, now everybody's at least 10%. Теперь уже у всех, по крайней мере, менее 10%, но уже у всех избыточный вес. 95, 96, 97. Oh, New color. О, новый цвет. 20% of the population. Более 20%. 98, 8, 9, 2000. New color. Еще один цвет. 2002, Второй, третий, четвертый. New color. Еще один цвет добавляется. Now, 30% of the population is overweight. Более 30% населения в этих штатах имеют избыточный вес. 2006, 6, 7, 8, 9, 10.
Look at the difference. 20 years. Посмотрите за 20 лет, как все изменилось. Now, if I would have shown you Если бы я 1900 to 1920, a different 20 years, показал вам другие 20 лет, например, 1900 год и 1920, what kind of change do you think we would have seen? как вы думаете, какие бы изменения мы увидели? No change. Никаких. Okay? What changed? Что изменилось здесь? 20 years. За 20 лет. What changed? Что изменилось? What's in our food? Это изменилось то, что мы едим. What we're eating? Это изменилась наша пища, то, что мы What it's doing to потребляем. our body? То, что мы едим, что оно делает с нашим организмом. Okay? That's why I say we have to go back to the basics. Вот почему я постоянно говорю, что нам нужно возвращаться к основам, возвращаться к истокам. We have to go back to seeds, Нам whole нужно food. возвращаться к семенам. Okay? You can't tell me there's not a problem. Поэтому, глядя на это, никто не сможет мне сказать, что проблемы нет. In 20 years, when you have that big a change, Если за 20 лет произошли такие большие изменения, there's a problem. то проблема реально есть. Okay, so we're about fixing problems. Мы занимаемся именно решением этой проблемы. And this is one of the biggest problems. Это одна из самых больших проблем. Petroleum oil. Это нефть. We're not supposed to eat it. Мы не должны потреблять вот эти вот продукты переработки нефти. But it's in all our foods. Но это все есть в нашей пище, в том, что мы едим. It's not meant to eat. Это не предназначено для употребления в But пищу. if you're putting lotion on, lotion, Если, например, ты пользуешься криптолосьоном, it's petroleum oil. это все продукты переработки нефти. Lotion, shampoo, skincare, Лосьон, makeup. шампунь, косметика, средства по уходу за кожей. That's why our skincare is so powerful. Вот почему наши продукты ухода за кожей настолько эффективны. Is it oil? Это масла? Yes. Да. But what kind? Но какие? The right kind. Правильные, The natural kind. натуральные. Okay? Seed kind. Это то, что получено из семян. Not petroleum oil. Это не то, что получено из нефти. Okay? So, Итак, drugs. лекарства. If I was going to make a sauce, if I was cooking, Я, например, готовлю еду, собираюсь сделать соус. I need a base. Мне нужна основа для вот моего соуса. So I'm going to use flour Что туда пойдет? Ну, мука. or cornstarch. Или крахмал кукурузный. I need a base, right? Мне нужна основа. Well, drugs aren't natural. Лекарства, они не натуральны. They need a base. Лекарствам нужна основа. What's the base? Что является основой лекарства, таблеток? Petroleum oil. Нефтесодержащие вещества, продукты переработки нефти. That's the base. Это основа. So if you're getting oil, Например, если ты принимаешь какие-то таблетки, вот в таблетированной форме какие-то вещества, это как раз ты в свой организм заливаешь продукты переработки нефти. see all these food colorings? Видите все вот эти вот пищевые красители? Nice colors. Красивые цвета. What's the base? Основа какая у них? Petroleum oil. Нефть. Okay? So, I'm not going to tell you that my kid's not going to eat an M&M. My kid will probably eat an M&M. Я вас не буду убеждать в том, что мои дети M&M съесть не будут. Каждый ребенок наверняка его ест. They'll probably eat a cookie. И Now again. все мы время от времени едим печеньку. They might have some cereal. Дети мои едят какие-то кукурузные хлопья, там сухие какие-то завтраки. Okay? I know they're going to get bad oil, Я знаю, что в любом случае они будут получать плохие жиры. but they're going to get sole and core every Но day. они будут каждый день получать также соул и корм. I'm going to clean them out. I'm going to clean Я those bad буду их oils. очищать, насколько смогу. They're going to get the good oils. Мы будем получать хорошие жиры. So, here's the... You like that? So here's one of the problems with petroleum oil. Вот одна из проблем, которая вызывает нефтяные вещества в нашем организме. That is, it creates what's called xenoestrogen. Эти вещества, они производят ксеноэстрогента. It creates a hormone.
А эти вещества производят заставляют наш организм вырабатывать гормоны. Now, a woman is supposed to have more estrogen than testosterone. У женщин должно быть больше эстрогена, чем тестостерона. And a man is supposed to have more testosterone than estrogen. У мужчин наоборот больше тестостерона, чем эстрогена. But if a woman is getting too much oil, bad oil, Но если женщина потребляет слишком много плохих жиров, she gets extra xenoestrogen. она получает больше этого ксеноэстрогена. If a woman has too much estrogen, А если у женщины в организме слишком много эстрогена, what happens? что происходит? Not good things. Нехорошие вещи происходят. Okay? But if a boy or a man Если мальчик-мужчина, has more estrogen than testosterone, у него в организме больше эстрогена, чем тестостерона, this is worse for boys. это еще хуже для мальчиков. Okay? It's worse for boys. Еще хуже для них. And this is what's happening И вот именно это и происходит. because of all these bad oils. По причине всех этих плохих жиров. Okay, this is Dr. Otto Warburg. Это доктор Отто Варбург. He won a Nobel Prize in В 1931. 1931 году он получил Нобелевскую премию. And he says if you deprive a cell И он сказал, 35% of its oxygen если ты лишишь клетку for 48 hours, 35% кислорода на 48 it часов, may become cancerous. то эта клетка может превратиться в раковую. You want to know the bad thing about petroleum oil in your cell? Знаете, что плохого в в этих нефти, которая в ваших клетках, попадает в ваши клетки? It's hard for oxygen to get through. По причине вот этих нефтяных веществ кислороду трудно попасть в клетки тела. He said that what we need to do, И что он сказал, нам нужно сделать? we need to have something called essential fatty acids. Нам нужны незаменимые жирные кислоты, правильно, вот точно. They're special fats. Это такие особые жиры, They can carry oxygen. которые могут носить кислород. But your body doesn't make them. Но наше тело их не вырабатывает. They have to be supplied from outside the body. Наше тело должно их получать извне, эти незаменимые жирные кислоты. How often? Как часто? Every day. Каждый день. Not once a week. Не раз в неделю, Not once a month. не раз в месяц. Every day. Каждый день. So, if we need essential fatty acids Итак, если нам нужны эти незаменимые жирные кислоты, every day, каждый день, who needs salt? то кому нужен солод? Everyone. Всем. Who needs corn? Кому нужен корм? Everyone. How often? Всем. Как часто? Every day. Каждый день. This product does so many things. Наш продукт столько всего делает. I'm just talking about one. Я вам говорю только об одной вещи. Healthy fats. Я вам только рассказал о полезных жирах. That's just one thing. Это только лишь одно. It does so many other things. Но наш продукт делает еще столько всего полезного. But we need these healthy fats every Нам single нужны day. полезные жиры абсолютно каждый день. And you know where there's healthy И fats? знаете, где они? Seeds. В семенах. And the thing I love about И seeds, знаете, что мне нравится в семенах? we need omega-3s. Нам нужна омега-3. Where do most people get omega-3? Откуда большинство людей получают омегу-3? Fish. But Из then, рыбы. but then you're worried about mercury. Но потом ты начинаешь беспокоиться о том, что в этой рыбе может All these содержаться ртуть other heavy и metals. всякие другие тяжелые металлы. Okay? You need to get them. How about we get our essential fatty acids Как нам получить нужные нам незаменимые жирные кислоты? from where the animals get them? Оттуда, откуда их получают животные. Plants and seeds. Из растений и семян. That's where we go get them. Get them from the source. Вот оттуда и мы решили их получать, из источника. Omega-3s don't cause inflammation. Омега-3 не вызывает опухоли, воспаление. Where do we get omega-6s? Где мы берем омега-6? Animal fat. Из животных жиров. Okay? We get omega-6 from beef and from chicken and Из from all the different fats. курицы, из говядины, из различных животных жиров.
Omega-6s Омега-6 from animal из животных, cause inflammation. она как раз и вызывает воспалительные процессы. Omega-6s Омега-6 from seed из семени don't cause inflammation. не вызывает воспалений. Still omega-6. Но это и по-прежнему No омега-6. inflammation. Но никаких воспалений. Omega-6 from animal Омега-6 из животных causes inflammation. Причина воспалений. Let's get it from the source. Давайте все будем брать из источника.